Вот как я бы инвестировал $1 с нулевым результатом в криптовалюту в 2025 году, будучи новичком. Имейте в виду, я не финансовый консультант и не могу предвидеть будущее. Я просто делюсь тем, как бы я инвестировал, чтобы заработать как можно больше денег, используя лучшие недооцененные монеты в портфеле криптовалют Ultimate 2025. Нажмите подписаться на Altcoin Daily, если вы заинтересованы в зарабатывании денег на криптовалюте, так как мы публикуем по одному видео в день, чтобы держать вас в курсе событий. И свои первые $400 из 1000 я бы вложил непосредственно в биткоин. Если у вас нет биткоина, ваши цены растут. Если вы деноминируете в биткоинах, все цены падают, и так будет всегда. Я думаю, что покупка биткоина дешевле, чем за $100, будет гибким решением. Как будто ваши дети когда-нибудь спросят вас: «Мама, папа, как вы пережили эту криптореволюцию и не получили свой кусочек цифрового золота, цифровую недвижимость?» Покупка биткоина, будь то 1 биткоин, или миллион сатоши, или 100 сатоши, или 1 сатоши, это все равно, что покупка недвижимости в Нью-Йорке 250 лет назад. Да, конечно, вы опоздали. Люди добрались туда за 100 лет до вас. В данном случае кто-то добрался туда за 14 лет до вас. И даже если вы посмотрите это видео позже и в итоге купите биткоин, когда он перевалит за 100 тысяч. Люди купят это за $100, они купят это за миллион. Они, вероятно, купят это за 10 миллионов, не так ли? Потому что вы знаете, сколько стоит квартира на Манхэттене? Люди платят $10 миллионов за 4 квадратных фута. Судя по сегодняшним новостям, сейчас 19 Соединенных Штатов стремятся стать первыми, кто купит биткоин. Вероятность этого очень высока, и посмотрите это 62-е видео, потому что, скорее всего, в ближайшие 12-18 месяцев США создадут стратегический биткоин-резерв и начнут активно покупать биткоины. Почему биткоин может стать частью наших стратегических резервов? Мы признаем другие долгосрочные активы и включаем их в стратегический резерв. У нас есть стратегический нефтяной резерв. Думаю, биткоин, который сейчас называют цифровым золотом, тоже должен быть в нашем резервном фонде. Я предлагаю покупать примерно 200 биткоинов в год, конвертируя уже имеющиеся у нас деньги в биткоины и храня их в течение 20 лет. Если мы будем делать это, скажем, с 5% от всех биткоинов, которые когда-либо будут существовать, а это примерно миллион биткоинов, то через 20 лет мы сможем вдвое сократить наш долг. $400 на биткоины, чтобы обезопасить свою цифровую недвижимость. Следующие $100 я потрачу на эфириум. И посмотрите сегодняшнее видео целиком. Настоятельно рекомендую досмотреть до конца, потому что альткоины становятся все более рискованными и потенциально взрывоопасными. Но есть одна важная причина, по которой я вкладываю деньги в эфириум. Рынок стейблкоинов постоянно растет. Большинство стейблкоинов построены на эфириум, на втором месте Tron, а Solana быстро набирает популярность. А сегодня появились новости и сигнал, которые большинство инвесторов не замечают. Это то, что в США наконец-то появится регулирование стейблкоинов. И произойдет это в ближайшее время. Еще одна область – это стейблкоины, и сенатор Хагерти, член банковского комитета. Он только что представил законопроект о стейблкоинах. И то, что сказали 4 председателя, на самом деле означает, что они сначала займутся стейблкоинами, а затем очень быстро сформируется структура рынка. Так что я думаю, мы увидим, что законопроект о стейблкоинах будет принят Конгрессом в ближайшие несколько месяцев. Так что, поскольку у нас есть половина нашего портфеля, 401K, у нас осталось $500, и мы можем позволить себе больше спекуляций. Кстати, если вы ищете хорошее место для покупки большинства монет из сегодняшнего списка, вам нужна платформа с лучшей ликвидностью, которая часто выводит на рынок новые монеты. Я рекомендую обменную платформу BitAmnex. Там можно легко купить криптовалюту. Кроме того, они проводят все операции через третьих лиц, что дает вам возможность получить лучшую цену, независимо от того, какую монету вы хотите купить. Я бы посоветовал воспользоваться кодом Altcoin Daily, который дает до $500 в виде бонусов на торговлю. Ссылка ниже. Так что $500 уже есть. Осталось еще 500. Я бы вложил свои следующие $200 в Solana, или точнее в конкурентов Solana. Так что следующие $500 или половина моего портфеля будут соответствовать трендам этого цикла. Это означает, что реальные активы игры — это тренды. Я думаю, что следующий Solana будет какая-нибудь из этих трендовых монет. Но это потому, что Solana, на мой взгляд, это жемчужина этого цикла. У нее самый лучший рост и самая высокая активность на блокчейнах.
И не только все крупные мем-коины запускаются на Solana, включая Трамп, но и PayPal решил запустить свой стейблкоин на Solana, а не на Sui, Elgant или даже Cardano. Они выбрали Solana, так что не сердитесь на меня. Это лучший продукт на рынке, который выбирают пользователи, как объясняют многие известные основатели проектов. Год назад я бы не смог выбрать между эфириум второго уровня и Solana. Но теперь, когда я вижу, как наши стартапы запускаются в обеих экосистемах, мне стало ясно, что нужно работать с Solana. Итак, $200 на Solana. И, кстати, пока я снимаю это видео, я немного сомневаюсь. Может, мне стоило вложить немного меньше в эфириум и немного больше в Solana. Но это уже не важно. 202 Sol, и в следующих портфельных инвестициях я хочу предложить вам одну высокодоходную, одну проверенную, но менее взрывную, и одну более рискованную, но все же соответствующую тренду, игру с потенциально более высокой прибылью, если вы готовы пойти на риск. Так что я бы выбрал Solana или попытался найти монету, которая действительно соответствует нише следующей Solana. Я думаю, что Swiss хорошая монета для рассмотрения. Я также думаю, что Supra, хоть и более новая, но тоже соответствует потенциальному развитию Solana. Если бы я назвал Supra убийцей Solana, вы бы согласились? Знаете, мы еще очень молоды, но с точки зрения чистой алгоритмической производительности у нас она просто лучше. Конечно, мы еще не так сильны, потому что они уже давно в основной сети. Нам еще предстоит многое сделать. Но если предположить, что алгоритм Supra такой же, как у Apple, и мы оба находимся на стадии, когда мы уже какое-то время в основной сети и укрепились, Solana не должна работать так же хорошо, как Supra. На самом деле, я думаю, что через год, когда мы добавим поддержку виртуальной машины Solana, приложения на Solana будут работать лучше, чем на других платформах. Я ставлю $100 на то, что в этом цикле альткоином с искусственным интеллектом будет BitTensa То. Чимат Полихапития уже заявлял, что То — это альткоин с искусственным интеллектом, за которым стоит следить. И один из его самых доверенных друзей, который сейчас является криптокоролем США. Это было до того, как Дэвид Сакс стал криптокоролем, но он слушал эту передачу. Но есть и другая версия, более распространенная. И я скажу грубое слово, но думаю, это важно. Например, модель Web 3.0 действительно применима здесь, где есть несколько действительно интересных ранних проектов по краудсорсингу технических решений. Я бы посоветовал вам обратить внимание на проект, который я начинаю развивать, под названием BitTensa. Я спросил, что это за штука? А это, по сути, система, где вы решаете технические проблемы и создаете функции, которые нужны людям, и получаете за это вознаграждение в базовой валюте. Если вы хотите сосредоточиться на более устоявшихся проектах, то это будет BitTensa. Если вы хотите что-то с большим риском, но и с большей прибылью, что тоже связано с искусственным интеллектом, я бы посмотрел на Humans AI Heart. Они стремятся стать блокчейном для ИИ, и сегодня Heart объявила о крупном партнерстве с Saudia Group, материнской компанией Saudia Airlines. Это сотрудничество позволит внедрить передовые технологии ИИ в авиационную отрасль. Так что обращайте внимание на сигналы. Я вложу свои следующие $100 в монеты, которые пользуются спросом на рынке. Думаю, что в этом цикле это будет монета Endo. Они уже интегрированы с фондом BlackRock Beetle. А сегодня появилась новость, что они запустили свою собственную сеть Ondo или объявили о запуске. Это их новый блокчейн первого уровня, который предназначен для институциональных РВА. Так что Ondo — это монета РВА. Я бы вложил в нее свои деньги. А еще есть более рискованная, но потенциально более прибыльная игра — это токен Пропи. Это недвижимость в блокчейне с полным правом собственности и эскроу-сервисом. А в прошлом месяце появилась новость. Пропи запускает продукт для кредитования недвижимости, который позволяет владельцам криптовалюты использовать биткоин и эфир в качестве залога. Это значит, что вам не нужно продавать свои биткоины или эфиры, чтобы получить прибыль, если вы хотите взять кредит. Я бы вложил свои следующие $100 в игровые альткоины. И хотя я думаю, что выбрать конкретную игру, которая станет популярной,
стороны, невероятно сложно, я бы выбрал Off the Grid, потому что она уже есть на PlayStation, Xbox и ПК. Но я думаю, что лучше инвестировать в инфраструктуру или в сообщество, чем в конкретную игровую монету. Супер — это монета сообщества, и неважно, какая игровая монета станет популярной, они интегрируются со всеми лучшими. Вы можете считать супер монетой сообщества игр, валютой игр, монетой, которая есть в каждой игре, независимо от того, на какой цепочке она работает, независимо от того, какой стек используется. Вот как сообщество взаимодействует между всеми играми. Это настоящая игровая культура. Поэтому, если вы посмотрите на график, то увидите, что люди сходят с ума, демонстрируя свою любовь к супер. Потому что, на мой взгляд, это самый интересный способ поучаствовать во всех игровых проектах, и это хорошая отправная точка. Я считаю, что для большинства людей это будет первой остановкой на пути к криптоиграм. А если вы хотите пойти на большой риск, но при этом инвестировать в инфраструктуру, я бы обратил внимание на Xborg. Я являюсь амбассадором Xborg, и они разрабатывают протокол идентификации игроков, то есть они дают геймерам право собственности на их личность. Они уже сотрудничают с ведущими киберспортивными командами, и это уже заметно. Что касается их роста, вот как он выглядит по словам их основателя. XP — это самый эффективный игровой токен 2024 года, и мы очень этим гордимся. Мы также наблюдаем потрясающий рост с августа по настоящее время, начавшись с 3 держателей, а сейчас их около 23, что означает ежемесячный рост на 25%, что очень хорошо. И с моими последними $100, 10% моего портфеля, я могу позволить себе пойти на очень высокий риск, который потенциально может принести большую прибыль. Отличный пример — мемкоины. Но на самом деле есть две вещи. Во-первых, напишите в комментариях, какой из альткоинов из всех категорий, которые мы уже назвали, вы считаете должен быть в этом списке. Давайте узнаем мнение сообщества. Но на свои последние $100 я собираюсь снять отдельное видео о том, как я инвестирую $1 в рискованные монеты.